Всем привет! Итак, Трамп президент. Ну, не сейчас еще, конечно, а через 2 месяца, но уже вот-вот политика начнет меняться, причем кардинально иную сторону. Я человек, который прожил в Америке довольно долгую часть своей жизни, поэтому я считаю, что я имею право прокомментировать происходящие там события. Так как я непосредственно был свидетелем того, что происходило 4 года назад, когда мы избирали Трампа, но по какому-то случайному стечению обстоятельств вышел этот Байден, которого никто из моего окружения никогда не поддерживал, ну, кроме отдельных личностей, никто его никогда не поддерживал, да. И вот побеждает этот немощный старик Байден, который ничего кардинально нового, интересного не предлагал, у которого куча скандалов еще было до вступления в должность, и вот он избирается. Для меня это было просто невероятным шоком. Как это вообще возможно, в принципе? А это оказалось возможно. И вот мы имеем снова Трампа. Почему это произошло? Ну, потому что в этот раз, очевидно, даже вбросы не смогли помочь избраться Камалке. А Камалка кто это такая? Ну, это просто продолжение Байдена, по большому счету. Да? Ну, как продолжение Байдена? И так уже они сейчас во власти. То есть ничего не поменяется никак, в принципе. То есть надежды не было никакой изначально. И на какой программе они хотели выехать, я вообще не понимаю. Вся повестка разваливалась буквально вот так вот, и все. Поэтому то, что выбрали Трампа, это абсолютно логично, потому что там даже подделать ничего уже невозможно было. Сколько бы там ни вбрасывали, все равно не получится. А дальше. Трамп это не идеальный вариант, конечно же, это не ангелочек в привычном понимании. Ну, так или иначе, мы можем видеть, что его политика хотя бы имеет хоть какую-то логику, смысл объяснения, хоть его слова хотя бы имеют какое-то под собой основание, да, не просто какие-то там речи, которые там мы сделаем всем счастливым, мы там 50 гендеров, прочее, это все ненужная повестка, она уходит на второй план, и теперь вот мы снова видим человека, который реально хочет что-то вот в принципе хорошее для своих граждан сделать, я надеюсь. Вот. Опять же, политики и что-то хорошее, это такое, знаете, вот плавающие условия, как это можно сказать, непонятно, что там будет или не будет. Ну, так или иначе, хотя бы эта повестка позитивная. Вот. Это здорово. Что я слышу от многих людей, что они говорят, да вот, Трамп, значит, приходит, а ничего не поменяется, потому что он популист. Да, ребята, он популист. Но он популист хотя бы с позитивной повесткой, который говорит, что да, нужно, значит, все решать миром, какими-то адекватными действиями и прочим. А что предлагает Камала? Она вообще даже ничего не предлагает. Она даже на границу штата Калифорния не ездила, где происходит огромный кризис мигрантов. Да, она даже туда не ездила толком. Она все отговаривалась, смехушечки все эти ее. Ну, как бы, зачем нужен такой президент? Даже, видите, большая часть Америки с этим согласилась и подумала, ну нет, нам точно такой президент уже не нужен. Поэтому вот снова Трамп. Трамп, он будет проводить политику жесткую, я так понимаю, не самую прекрасную, но так или иначе эта политика будет более-менее что-то хорошее, позитивное, я надеюсь, производить в мире. Почему я говорю, что я надеюсь? Ну, потому что если не надеяться, если думать, что все всегда будет плохо, что все будет ужасно, а какой смысл тогда вообще жить, да, если вообще думать, что вот все будет плохо? Ну, какой? Никакого. Ну, поэтому вот надеемся, да. А что еще остается делать? Только так. Ну, и как мы видим, сдвиги уже происходят, какие-то уже там подковерные игры, совещания, уже некоторые переворачиваются, начинают иначе с Трампом общаться. То есть видно, что происходят какие-то позитивные действия. Вот. Так что мы все скоро увидим. Осталось вот буквально пару месяцев. А ну за эти пару месяцев тоже трэша будет довольно много. Ожидайте, что будут разные заявления, действия, не состыкующиеся друг с другом. Что-то будет явно такое разное. Ну, на то это и политика. Это дело все такое нечистое, скажем так. Поэтому наблюдаем, смотрим, что будет дальше. Но я очень счастлив просто потому, что хотя какая-то надежда появилась. И появилась она не только вот на таком плане. Но видите, даже финансовые рынки отреагировали вот так вот. А биткоин, мой дорогой любимый биткоин и крипта в целом, я очень о ней хорошо отзываюсь и как бы считаю, что крипта это здорово. Поэтому она моментально отреагировала хорошо, позитивно. Значит, в нее начали больше верить. А Трамп многое обещал хорошего насчет крипты. Значит, это в конце концов это крипта, искусственный интеллект и прочие технологии это будущее. Хотим мы там все этого или нет, но вот это будущее, в него мы движемся. Там будут и хорошие моменты, и плохие, конечно же, плохие тоже будут. Но как иначе? А если ни во что не верить, если думать, что все будет плохо всегда, зачем тогда вообще надеяться жить? Как бы, ну это трудно, потому что смотреть нужно в перспективе, что будет дальше. А в перспективе я думаю, что будет более-менее все хорошо. А на короткой дистанции, да, возможно, вот некоторые колебания, некоторые проблемы. Но
скоро все это увидим, поэтому спасибо за просмотр, подписывайтесь. Вот такой иногда контент несколько политический у меня будет на канале. Ну что ж, что вы хотели? Вот захотелось мне сегодня вот так вот выйти в народ и сказать вам то, что я думаю насчет того, что происходит. А все будет хорошо. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И, друзья, у меня много видео про тестирование, про путешествия. И надеюсь, что вы тоже их посмотрите. Вот, потому что там довольно много всего интересного. Ну все, пока.